А что вы вообще знали? Вы должны были надеяться изо всех сил. Приветики вам, мои самые любимые друзья! Надеюсь, вы все успели посмотреть предыдущий ролик о коридоре пожирателя в психбольнице. Вот такой коридор пожиратель охраняет ночью психбольницу в одном из городков бывшего Советского Союза. В том ролике я объявил конкурс. Сколько раз я произнес слово «пожиратель». Так вот, сейчас я сообщаю результат конкурса. Я произнес это слово ровно 10 раз. И победителями конкурса являются... Алим плюс Тангелов, Голубчик, Саурет, Аномалия 303, Пластилиновый мир, 100 подписчиков, Ирина Щербак, Смаук, САМ Самоделкин, поделки своими руками, Котик Милашка. Огромный вам всем мой специальный хоррор-мейкеровский привет, мои дорогущие друзья. Приветы приветами, но никто не отменял страстей-мордастей. А тут такое произошло, такое... Не тут, в смысле, у меня в мастерской, в моем пластилиновом королевстве, а в деревне Простоквашино. Опаньки, снова бузят мои фигурки. Ну сколько же можно? Ладно, хоть руки продолжают кусать по ночам, а то ведь и горло могли бы перегрызть. Кто же их знает, этих монстров? А вдруг они и на такой шаг пойдут? Уж так хотят серебряный значок Ютуба, так сильно. Друзья, ну подписывайтесь вы в самом деле поскорее, если хотите, чтобы они мне горло не перегрызли, а то не ровен час. Ну, обо всем по порядку. Итак, что же происходит в Простоквашино? У дяди Федора появилась младшая сестра Вера Павловна. И у нее самой подружка-грызун Тама-Тама. Позже у них появилась няня Маргарита Егоровна, появлению которой рада только мама дяди Федора. А Матроскин и Шарик завели фермерское хозяйство и осваивают новые технологии. Но не об этом спич, а о том, что начали там происходить пристраннейшие явления. Причем мультика об этом пока нет, да и не факт, что будет. Но я-то знаю, у меня совершенно достоверная информация. И что же там такое происходит? А вот что.
На фермерском хозяйстве у Шарика с Матроскиным стали пропадать коровы. Да просто исчезали с пастбища. Что такое, волки что ли завелись? Так если бы волки, от коров остались бы какие-нибудь скелеты, обгрызенные остатки, рожки да ножки. А тут ничегошеньки. Как будто кто-то этих коров куда-то унес. Что делать? Дядя Федор вызывает Карлсона. Кстати, если среди вас такие, кто не знает, кто такой Карлсон, да ладно, быть не может. Вижу, однако, что такие есть. Ладно, вкратце расскажу. Карлсон – литературный персонаж, созданный шведской писательницей Астрид Линдгрен. Наряду с малышом является центральным персонажем трилогии «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел, и Карлсон, который живет на крыше, проказничает опять. Он способен летать благодаря пропеллеру за спиной. Карлсон живет в маленьком домике, спрятанном за большой дымовой трубой, на крыше многоквартирного дома в Стокгольме, столице Швеции. Тот еще проказник. Напоминает мне енота, такой же обаятельный бандит. Ну, это я так любя называю их бандитами. Карлсон большой сладкоежка. Сам себя он называет. Мужчина хоть куда, в полном рассвете сил. Его любимое выражение – спокойствие, только спокойствие. Прилетает, значит, Карлсон в Простоквашино и начинает расследовать, что да как. Летает над полями лесами, наблюдает, и в один из дней Карлсон не возвращается на базу. Что случилось? Все обеспокоены. Никто ничего не может понять. Проходит день, проходит другой, третий, неделя, месяц, а коровы, да и не только коровы, продолжают пропадать. Друзья уже совсем решили, что Карлсон их бросил, что надоело ему расследованием заниматься, и решил он улететь обратно к себе, в Швецию. Да, неприятно. А тут еще одна напасть произошла. Кот Матроскин полез на дерево. Дерево по какой-то странной причине упало, сильно покалечило кота. Приехала скорая помощь и забрала Матроскина в реанимацию. Правда, скорая помощь была какая-то странная. На ней было по-английски написано «Ambulance». И почему-то нарисован знак SCP фонда. В общем, какие-то сплошные загадки. Через 1,5 месяца после исчезновения Карлсона приходит почтальон Печкин и приносит письмо. Письмо тоже какое-то странное. На нем штемпель SCP фонда. А в письме написано: так, мол, и так. Завтра к вам прилетит вылеченный Карлсон. Пожалуйста, не удивляйтесь, что он такой, как бы сказать, криповенький, жутковатый. Это мы его так вылечили. По-другому, но не получалось. Теперь он не совсем человек. Мы заменили в нем разные части тела. Так что не волнуйтесь. В общем, прибывает это чудовище в Простоквашино, где они его и встречают. Что за чудовище такое?
Ну, сейчас долеплю, сами увидите. Начинают они его спрашивать, что же такое случилось. Так оказывается, что в окрестностях Простоквашино завелся сиреноголовый. Представляете? Это именно он, сиреноголовый, утаскивал коров и съедал их в своем логове. А Карлсон во время полета зацепился за одну из его голов сирен, грохнулся на землю, а там его подобрал сотрудник SCP-фонда, который скрывался в лесу, и доставил его в специальную клинику фонда. В общем, друзья, вот такая жуткая история. Как вам это чудовище? Уж теперь-то он сможет сражаться с сиреноголовым. Да, а что же произошло с котом Матроскиным? Что за скорая его увезла? Что с ним случилось на самом деле? Об этом вы узнаете в следующем ролике. Ну, то есть в следующую субботу. Не пропустите. С вами был Хоррор Мейкер.